Ну что, господа, доброго вам всем турецкого дня. У нас с вами сегодня новый отель Этна. И мы с вами сегодня в Белеке, в Турции, конечно же. Так, мы ехали 1:30 на машине из Анталии. Вам чуть поменьше будет, наверное, минут 50, час ехать на частном трансфере. Сюда заходим. Здесь у нас с вами приветственный стол встречает. Шоколадки, шампусик, ботега, шматега, легкие напитки. Так, лобби-зона большая. Если вы с дорожки захотели, сюда проходите вот прямо и направо. Здесь прям сразу будет туалет. Так, давайте наш традиционный постараемся сделать, выйти на балкон и окинуть взгляд отеля. Свеженький отель, по-моему, в прошлом году у нас открылся. В 24-м вроде бы. Ну, я его долго наблюдал из Вояжа, наш любимый отель, там по соседству. Все время смотрел, как здесь стройка проходит, и думал, когда же построят этот отель Этна. Так, ну все, красота, погодка сегодня чуть не летная, посмотрим. Я, может быть, сегодня вам внутри поснимаю, а завтра в солнечную погоду уже снаружи, потому что все-таки эмоции должны быть эмоциями, и в солнечную погоду они очень сильно зашкаливают, а в хмурую погоду не очень сильно. Вот, поэтому вы обязательно подписывайтесь, будет несколько выпусков, парочку точно, чтобы вам уведомление пришло, там колокольчик нажимаете. Все, и вы все увидите. И обязательно под видео проходите, там ссылки на те сети, где можно посмотреть без VPN в хорошем качестве, все идеально, 4К. Вот, Zen, ВК, Рутюб, все, что хотите. Вот везде подписывайтесь, смотрите. Ну и там же куча всегда полезных ссылок. Там тур просчитать за 1 минуту по оформлению к Жанне. Вы уже знаете, с любой точки России можно уехать. Вот самый лучший отель вас отправит. И по недвижимости, кто хочет, тоже в России, Турции, Дубай, Таиланд, Бали скоро будет. Купить хотите, продать хотите, тоже смотрите, обращайтесь. Вот, все без агентской комиссии, от лучших брокеров, мною лично проверено. Все, приезжайте, вас человек с лицензией встречает, возят на машине. Это ничего не стоит, это бесплатно, потому что многие за это деньги берут. Вот, подборка по России также без комиссии, без всяких, потому что, например, за подборку тоже деньги почему-то. 33 города в России у нас офисы, поэтому обращайтесь, надо где-то продать, в Москву, да, все приехать купить. Все, встретим, вас повозим, покажем лучших застройщиков, что лучше сделать, лучше максимальные условия, скидки, все как всегда. О, пойдемте регистрироваться. Жанна там уже регистрируется. Я, как всегда, вот на балкончик. Хочу всегда выскочить и поснимать. Если кто вдруг не знает, мы с 21 года в Турции прожили, тут пару лет. А сейчас туда-сюда ездим, и это у нас уже там 7-й или 8-й отель. Чем каждые выходные отели. Иногда остаемся, иногда из отеля в отель прям переезжаем. Поэтому очень много выпусков на канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, у нас много всего интересного. И в Телеграм первая ссылочка под видео. Тоже заглядывайте. Там очень много всего полезного. Прям все онлайн выходит. Прям сейчас снимаю и выкладываю. Погода, все, вода, температура. Все, заходите обязательно. Так, давайте еще прогуляемся. Хочется минеральной водички взять. Я здесь нашел сразу чайный бар. Нюхайте чай. Выбирайте, вам заваривают чайничек. Вон минералочку вижу. Никого не вижу, кто бы ее дать мне мог. Сам только что зайти не могу. Смотрите, у нас балкон и по ту сторону, и по ту сторону. Там у нас получается Вояж. А там, по-моему, вроде нет такого отеля. Так, ну пока я стою, жду. Смотрите, по туру. Мы здесь на месте брали без перелета. Ну, заранее чуть взяли, чтобы дешевле было. 3 ссылки под видео, заходите, считаете 1 минуту. Ваш состав, город, выйдете на любой отель, вбиваете, и все, и вы будете знать цену актуальную. Вот. Ну, с броней уже к Жанне, как я сказал. Хочу минеральной воды, вот сказано, но дать мне никто не может. Ну, смотрите, для точности информации, 43 минуты вам ехать от аэропорта сюда на частном трансфере. Кстати, можете такси взять, 1030 лир, это будет стоить, умножаем на 2 примерно. Яндекс.Такси здесь заработала, ну, еще с того года они тестировали. В общем, вот так вот. Ну, если на местном такси, вам подешевле может будет. Ну, из аэропорта дешевле, конечно, не будет. В общем, 1000 лир, 2 с копейками 1000 рублей, и вы едете. Вообще, конечно, такого уровня отеля должны стоять холодильники, где ты подходишь и берешь себе хотя бы минералку. Во многих отелях попроще уровень стоит и колы, и фанты, и все что угодно. Так, в общем, пока ждем регистрации, отдали документы. Спускаемся вниз. Здесь есть кондитерская, можно кофейку попить. Скоротать время ожидания. Вот у нас здесь кофейня, здесь пирожные всякие можно взять. Сан-Себастьян, тирамису. Куча других, даже этот морковный пирог можно взять. Так, пойдемте дальше. Тут еще шоколадная зона. Зона шоколада. Там, кстати, магазинчики внизу. Гейм-центр, вон вижу, все исследуем. Вот сына тоже вам поисследует иногда. Он уже ходит, снимает для вас там спа или еще что-нибудь. Когда мне уже куда-то нет времени дойти, то Никита вам помогает. В общем, приходят Никита, Жанна и Полина.
втроем. Здесь дальше, вот если пройти, видите, еще одна зона, библиотека, так называемая. Здесь тоже куча пирожных, куча вкуснятины, кофеек, круассаны, макарони. Сразу этим обзорчик делаю. Много-много всяких пирожных, эклеры, все, что хочешь. И огромное количество мовенпика, мороженого. Здесь вот еще турецкие сладости. Всякие. Ну, дорожки, хочешь что-нибудь поесть. Так, круассан. Ну нету, видите, ни с семгой, ни с сыром, ни с колбасой. Хотелось бы круассанчик, конечно, с семгой съесть. В общем, по-скромному. Без начинки, без всякой. И здесь можно себе минералки взять, кофейку, сок какой-нибудь. Можно внутри посидеть, а можно снаружи. Вот с таким прекрасным видом посидеть, потрапезничать. Здесь, кстати, еще есть ресторан 24 часа. 12 часов, 11 минут, завтрак уже закончится. Да, вы просите озвучивать. У нас сегодня с вами 16 мая. Дата, в комментариях все, что пишете, просите озвучивать. Я стараюсь реализовывать, да, поддерживайте обязательно любым комментарием. Там, любые 4 слова, привет, любые вопросы стараюсь читать, а потом видео отвечать на все. Поддерживайте тем самым видео комментарием и лайком. Не поленитесь, просто одно нажатие. Это алгоритм очень влияет так на всех платформах. И вот нам кофеек принесли, капучино. Смотрите, сколько видов мороженого, много-много. А ванильного нет, представляете? Я хотел в кофе добавить себе, потому что кофе крепкое. Когда крепкий кофе, я добавляю туда шарик ванильного мороженого. Получается галиссе, очень вкусно, кстати. Нет ванильного мороженого, прикол. Что шоколадное брать. Много наш не готов, отель в стопе, забит. Ну, мы здесь вещи оставили, я переодел шлепки сразу, то, что кладите с собой. Шорты, шлепки, вот это так раз сверху, чтобы было легко переодеться и оставить вещи. Можно в багажную комнату, можно сюда. И все, и отправляться в этот, покорять отель. Так, ну смотрите, здесь можно так невзначай очутиться на Мальдивах. Да, смотрите, как-то. Ну, это, конечно, кварцевый песочек, но сделано все очень стильно. Такой в бохо стиле, сеточку, все, гамаки, лежанки. Вот бассейн еще здесь какой-нибудь не хватает. Ну, бассейн там у нас внизу. Так приятно, такая инстаграмная зона. Ну что, в видео, как всегда, у вас будет куча позитивного настроения. Солнце, море, пихты, облепихты, ваш любимый заряд позитивчик, который нам так не хватает. Поэтому можно и зимой пересматривать все видео. И обзоры всегда честные, мы за отели платим сами. Поэтому могу говорить все, что угодно, все плюсы, все минусы. По всему пройдусь. Вы, наверное, заметили поначалу уже. Женя, видимо, не в духе. Ну, голодный мужчина с утра. Ага, что-то нашла. Сири у меня что-то нашла. В общем, мужчина что же, сытый, тогда он будет довольный. Еще там пару плюшек должно быть. Так, смотрите, здесь барчик. Сейчас все походим, узнаем. И уже все подробно вам буду рассказывать со всеми плюсами, всеми минусами, по напиткам, что где как. А сейчас пока вы уже знаете такие, знаете, когда приезжаешь, кто фиксирует такую тему, когда ты ничего не понимаешь в отеле, все такое новое, необычное. Вот Полечка сегодня с нами, что за... Вот это вот горка, видишь, которая крутится? Ага. Там типа едешь и прям... Да, и вылетаешь туда, как толчок так. Полетик сегодня с нами. А потом, когда уже подыхаешь, днечка 3-4, да, все такое родное становится. И вот кто замечает, что в этот момент отель начинает выглядеть по-другому. Не так, как когда вы приехали в первый раз, в первые вот эти минуты. Кто фиксировал такую тему? Фиксируйте, это очень интересно. Слушайте, ну территория большая, вот эти бассейны прям мне нравятся, там как песочек, заход. Дрон запустим, тоже все посмотрим. Немного лысоватый, может показаться, что в прошлом году только открылся, 25-й год, все, вдруг кто потом смотрит. А потом закрылся, еще делали доделки всякие, реновация у него была моментальная. Вот, естественно, все это разрастется, будет зеленая, пихта, облепих будет еще больше. Но Жанна говорит, она зимой еще здесь была на обзоре, или там отдыхала, по-моему. Говорит, еще досадили, уже больше зелени стало, чем было. Ой, это на Кидо, это у нас мини-клубчик тут у нас. Здесь записывайте ваших челдренков и заходите. Деток сейчас нельзя снимать, законы такие пошли. Так, аккуратненько покажу. Зоны зеленые, все такое свеженькое, естественно, отель новый, чистенькое. Там лазерки, я, наверное, по разным возрастам все. Там вижу у них своя кухонька. На улице, смотрите, тут шахматы. Там лазилки, батуты. Здесь еще город профессий. Каждая будочка, своя профессия. Вот расписание написано, во сколько что работает. Так, во сколько открывается? У них час академии будет. Ну, все расписание. В 11, а потом... Кстати, на паузу, что, или в Телеграм заходи. Сейчас тоже все это на фотку покажу.
Так, здесь еще, здесь модельная академия. Еще какая-то академия. Так, батутный центр. В общем, ребенка записали и все, и забыли. Ну, с утра до вечера. Посмотрим еще расписание свое у них здесь. Амфитеатр, сценка небольшая. Здесь же Teenage Club есть. Сейчас сюда 3, с 9:30 до 10:30. Смотри, не круглосуточно по расписанию. Тут заходите, играете в игрули. Так, еще какие-то комнаты, рисовальные комнаты. Бронзбойды, гидранты, пожарные. Ну, включай, давай. Там, наверное, перекрыто где-то в глобальном месте. Я сама включу. Оп, я же говорю. Ты чё? Коль, все предусмотрено. Здесь пожарная машина, которая выезжает и катает деток. Ну, в каком-то из отелей, кто давно смотрит, видели, да, такую похожую тему. Но если вы приехали на короткий срок, как мы, вам, возможно, не удастся попасть, потому что оно по нескольким дням только работает. Здесь только в среду работает. В общем, могли сделать каждый день, и все, и целый день нон-стоп расписание. С 9 зашел и пошел профессию осваивать. С 9 утра до 12 вечера работает. Давайте потихоньку перемещаемся в сторону моря. Территория огроменная. Я надеюсь, нам пару выпусков хватит, чтобы все это снять. Не хочется, конечно, длинные выпуски делать. И много, стараюсь как можно короче все делать. Но, судя по этой территории, количество баров и развлечений будет интересно. Так, Лена тут приехала раньше нас и уже рассказывает нам. Давай, Лен, я буду снимать, ты демонстрируешь. Смотрите, кабана с джакузи, обалдеть, да? Интересно, на самом Там деле. свой диван. Выгонят. А что, микроволновка, да, там? Холодильничек. Залезла, собралась. Обалдеть, я первый раз вижу кабану с джакузи. Приготовила. Сейчас пиццы нет. Звони на ресепшн. Алло, ресепшн. Мы тут сидим в джакузи. Потом здесь к кабане прилагаются лежаки. Где-то 2, где-то 3, в зависимости от размера. Кабанное. Все такое мягенькое. Тут махровое. Слушай, ну прикольно, кстати, да, в жару летом залечь-то. Массажный стол сюда вообще шикарно. Так, ну, судя по всему, только одна кабана с джакузи для самых избранных. Хотя, может, дальше там есть, надо прогуляться. Смотрите, мы только приехали, сразу в кабан. Так, сейчас местечко заняли. Но я смотрю, мест не так много. Потому что расстояние между шезлонгами, сейчас доберемся, покажу вам, гигантское. Мест не так много. Здесь прямо рядом с пляжем есть бар. Я так понимаю, еще и снэк-бар. Все тоже в таком бохо-стиле. Вот и глянем, что у нас там. Так, ну, смотрите, оригинальный апероль есть. Это очень хорошо. По пиву, смотрите, бутылочный, паулайнер есть, Бамонти, Корона. В общем, любое пиво, что захочешь, Эмилия, Хайнекен. Все есть. Что-то еще покажет там. Необычный. Вот видишь, Гиннес есть темный, но вообще красота. Легкое пиво, 4 градуса всегда. Вот. Ага. Это да. Это для детей. Это девчонки любят. Так, что тут еще? Джек Дэниелс любой, хочешь с медом, хочешь без меда. Еще Джек Джентльмен есть. Это нужная штука для тех, кто Джин, Гордон. Нужная штука. Девчонки вот взяли себе аперольчика. Так, давайте здесь еще посмотрю. Гавана Клаб есть, Хеннесси ВС есть. Это Чивас Вар? Чивас Вар? Да, Чивас Вар. Ага, Чивас. Шмивас. Этот есть. Альмека, текила. Малибу. Ну, в общем, здесь все напитки. Это all inclusive? О, ничего себе, можно я сразу сюда сниму? Так, смотрите, по напиточкам. Чивас 18-летний, тоже включено сюда, all inclusive. Just second. И Фатих. Фатих, так. Фатих included. Everything included. Фатих включен. Там по напиткам еще, смотрите, Хеннесси, ВС. Мы так к бару подошли. Тоже, да? Да. Ничего себе, 18-летний билет. Гавана Клаб, 7 лет есть тоже. Гавана Клаб, этот, желтая тоже есть, золотая, скажем так. Так, Гавана Клаб, смотрите, темная есть, золотая. В общем, обалденно. А Хеннесси веселый пиво вармы? Не слышишь меня, дядя. Ну, смотрите, по пиву еще. Only VS, да? Ага. Ну, нормально, тоже. Тоже хорошо. В лобби может быть. Lobby bar and blue label is possible. Blue label? All inclusive? Да. Ну, вот вам лайфхак открыли. Лобби бары, blue label. Джек Дэниелс, все, что хочешь, смотрите. Вот. Потом по напиткам бутылочным пиву, смотрите, паулайнер есть. Потом Бамонти.
Еще есть темное, темное, да, есть пиво? Баночная, вон оно стоит. В общем, напитки шикарные. Малибу, все, что хочешь, любые коктейли, Апероль оригинальный. В общем, и, конечно же, красота вот такая вот на море. Бар в стиле бока, там еще снэк-бар. Напитки зачет в этом отеле. Любых коктейлей можно намешать все что угодно. Так, ну я просто пауэрлайнера себе возьму. Люблю пиво, очень хорошее, вкусное. Плотненькое такое. Так, ну давайте берем вот здесь полотенчики, лежаки занимаем. Мы на травке легли, это очень удобно, когда жара. Очень классно будет. Посмотрите, какой запас прочности. То есть всю эту зону можно лежаками усеять. Вот, песчаный пляж у нас. 1, 2, 3, 4, 5 линий. И длинная линия туда уходит. Метров 100, наверное, туда. И метров 20 направо. Дальше кабаны начинаются. Аккуратненько снимаем, потому что люди, наверное, не любят, когда их на пляже снимают. Светят своими телесами. Но тоже, видите, запас прочности. Вот, всегда у Вояжа, у Макс Рояла. Всегда запас прочности Белекского пляжа очень большой. Там можно шезлонгов наставить 1 000 000. И будет места всем хватать. Песочек мягенький, как всегда. Мелкие-мелкие камушки попадаются. Я думаю, здесь чистит этот пляж специально машинка. Сзади у нас отель. Вон он, во всей красе. Ну и, как всегда, море. Пирс просто гигантский. Сейчас тоже зайдем туда, посмотрим. Просто огромнейший пирс. Заряд вам давайте пенных морских. Сейчас градусов 23, водичка. Ну, вы когда смотрите, уже намного теплее, уже можно остужать. Потому что много отелей всяких накопилось. Как всегда, Белек — это песочек. Когда песочек, море не будет у вас такой, как в Кемере, кристально чистое, как у нас в Куньалты. Потому что песок, естественно, баламутится. Ну, если уйти с пирса, там посветлее будет, покрасивше. Но это не так важно. Прыгнули и поплыли, и кайфуете, и заряжаетесь. Давайте пенных вам заряд, как всегда. Давайте с вами сразу же на пирс прогуляемся. Вот, смотрите, отсюда вот видно весь Белек. И там дальше, кстати, вон Коньалты видно. Кемер туда дальше. Вот где мы живем. У нас Адам и Ева, Макс, Вояж и Этна. Вот у нас как-то заселили Вояж с той стороны. Я прям смотрел, как здесь строится этот Этна. Строечка была. Сюда на дроне где-то кадры есть. Наконец построили. Надо бы, конечно, в том году на открытие попасть. Но в этом году в Лусо заехали туристу. Облако Морали. Один из первых. Тоже обзор уже вышел. Смотрите, заходите. Так, ну здесь, смотрите, и лежаки есть, и столики такие вот прям в комфортном стиле. Запас прочности очень большой, можно еще много столов наставить. Барчик есть. Так, ну по напиткам все понятно. Мераба. Merhaba. Ох, как тут весело. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Им teşekkürler. Как-то не уверенно отвечаю. Турция? Что-то как-то, может, я ошибся. Баром здесь. Так, по напиткам тоже, смотрите, бутылочное пиво есть. Корона, Бамонти. Вон, видишь, какое-то новое пиво, которое я там не делал. Паулайнер. Все есть. Ну, по крепким тоже, вон, все вижу. Много чего есть. Но крепкое днем не рекомендую, это припечет. Так, я хотел туда пойти прыгнуть. Здесь кабаны. И как бы индивидуально получается. То есть сюда зона ходить нельзя, когда кабаны отдыхают. Хорошо получилось. Смотрите, я спросил, говорит, пожалуйста, не он ли кабаны? Говорит, нет, есть море, можно? тебе море. Мне море можно. Море тебе, уважаемый. Спасибо, спасибо. То есть это, если у вас кабаны здесь, люди тоже могут приходить купаться. То есть любой может прийти и занырнуть. Надеюсь, он не ошибается. Красные дорожки, смотрите, постельные вам. И вот видите, здесь уже море такое посветлее. Ну, естественно, в Кемере оно будет прям дном блестеть, скажем так, очень прозрачно. Ну, это свойство песка. Кто любит песочек, кто гальку, кто валуны, кто что любит. Я все люблю. Главное, вот оно, море. Вот одно обзорчик кабан сейчас можно сделать. Видите, как красиво, да? Ой, красота-то какая. Ну, можно еще, кстати, вон там еще слезть, кто стесняется, да, ходить. Вот обзор кабанчика вам сделан, пока никого нету. Слушайте, ну, блин, приятно. И атмосфера, там, думаю, что мини-бар в любом случае есть. Обслуживание есть, видите, вилки, тарелочки есть. QR-код наводите. И вот таким видом кайфуете. Думаю, что евро от 100, наверное, здесь ценник на кабаны. Ну, от сезона тоже меняется. Низкий сезон подешевле, горячий сезон подороже. Все как и в авиабилетах. И, как всегда, больше заполняемость, больше спрос. Ниже цена, как и с квартирами точно так же. Когда было СВО, просто ценник в космос улетел. Сейчас цены, кстати, стабилизировались на зарубежку. Вот, поэтому самое время на дне покупать. Ну, люди почему-то наоборот нас мыслят. Ну, как и в крипте, как в любых инвестициях. Когда все растет, все хотят купить. Как раз в это время киты и крупные игроки разгружаются об обычный народ. Вот так и получилось. Наоборот, когда дно, когда никому ничего не нужно, когда цены дешевые, надо покупать.
Потом, когда высокий спрос, надо продавать. Ну, любим для себя что-то приобрести. Мы сейчас как раз хотим расшириться, может, продавать будем. И 3+1 взять побольше квартирку. Потому что у нас большая семья, дедушки, бабушки. Хотим чуть побольше квартиру расшириться. Одну на инвестиции я брал, уже здесь продал. Все, хорош болтать, ставлю вас на берегу. Делаю свою заныру-проныру любимую. Вас с собой брать не буду, сейчас уроню камеру. Я туда не достану, мутновато чуть-чуть. Так, кто хочет по квартире, пишите. Дубай, Таиланд, Турция, везде приедете, вас встретят, повозят на машине, покажут. Понравится, возьмите, не понравится, не возьмите, никто не заставляет. И что прикольно, за рубежкой рассрочка есть беспроцентная. Вы берете и никаких процентов не платите. В Москве сейчас также стало. Вот постхендовер стал. И сюда я внедряю, в Турцию тоже застройщикам говорил. То есть человек должен купить и еще потом год-два платить. Потому что запас прочности застройщик должен иметь. И беспроцентную рассрочку давать, чтобы людям было более мягко платить. В России сейчас это активно тоже все внедряется. Ну, как бы Дубай, лидер этого направления, скажем, оплата после заселения. То есть ты купил и живешь или сдаешь. И этими же деньгами тебе даже еще больше остается, закрываешь свои платежи. Вот так вот, в принципе, должно работать на инвестициях. Но все с умом надо, не все подряд не брать, а брать как бы хорошие объекты, нужные, вот, чтобы потом не остаться, скажем так, невостребованным. Так, ну здесь же, смотри, тоже лежаки. Там я что-то обзор лежаков не снял. Лежаки все широкие, толстые, с такой махровой накидочкой, которые, скорее всего, стирают, да, прям все такое свеженькое, обалденно вообще. И там на пляже везде такие же широкие, огромные лежаки. Так, ну здесь же душ есть, очень хорошо. Еще приятная атмосфера, знаете, я думаю, это опускают, когда кабан не занят. Когда занят, они ленточку растягивают. С пирса не прыгать ни в коем случае, ни тут, ни там. Вот там, в самом дальнем месте, мне вот так по голову. А вот там тем более. Недавно случай был у Адама и Евы. Кто-то прыгнул, прям, по-моему, разбился. Там что-то очень жесткая какая-то ситуация была. Поэтому очень аккуратно, великий плавный заход всегда. Вон, эти люди, где стоят, и по грудь. То есть, кстати, там по голову будет. Не прыгайте. Вот, ограждение, сказали, вчера натянули. Там, где кабан, не натянули. Если рыбка сиганете, все очень печально может закончиться. Будьте аккуратны. Прежде чем прыгать сюда, изведайте местность, потому что бывает там где-нибудь, знаете, какие-нибудь, ну не здесь, а вообще что-нибудь торчит, еще что-нибудь, люди в сторону прыгают, плавают и обо что-нибудь бьются головой. Всегда очень аккуратно. Море такая штука. Так, я лежу тут, думаю, что где QR-код, думаю, обслуживания нету. Он был так перевернут, в общем, я развернул. Сейчас сделаем заказик, закажу сейчас паулайнер. Его напить очень холодно, потому что сегодня чуть тепло, но уже не очень вкусно. И здесь примечание прям очень холодное. Все заказываем, посмотрим, через сколько принесут. Время 13:55. Ваш заказ получен. Готовится. Так, ну 5 минут прошло. Пока вот публикую вам все в Telegram. Обязательно подписывайтесь. Самый удобный площадка. Там вы даже можете свои комментарии писать, свои фотки там, вставлять видюшки, присылать. В общем, очень круто. Но пиво так пока не принесли. За это время я бы, конечно, уже сам бы до бара и обратно сходил бы. Раза два. Thank you so much. А я это не заказывал. Смотрите, вот только выключил камеру. Да, 14:00 и принесли. И очень холодненького, да, ледяная. Спасибо, это шоколад. Вот, отлично, 5 минут достаточно. Все. Прям вот он шел, это он и был. Ко мне шел. Быстро 5 минут. Для большого пляжа отличный результат. Так что заказывайте и не ходите. Там еще всяких напитков полно-полно. Кстати, наводите QR-код. Я в Telegram вот тоже выложу. И прям очутитесь как будто в отеле. Может быть, любители паулайнера скажут, что там этикетка, это странно. Здесь сверху наклеена турецкая этикетка, а так она, видите, немецкая. Но в Турции как бы свои законы. И вот здесь всегда знаки, если там 18+, если там поедете на машине, 18 девушек с собой возьмете, одна из них точно будет беременна. Такие вот истории рассказывают здесь бар, такие приколы. Вот, они поэтому сверху свою клеят. Но прикольно, что бутылочка маленькая, 0,33, не 0,5, она не успевает нагреться, то есть обалденное пиво, вкусное. Ну, я вообще, конечно, не пропагандирую такие напитки, я, вы знаете, спорт, у меня всегда видео. Море, плавание по часу, по два, я больше за здоровый образ жизни, так иногда вот можно на отдыхе. А так вообще, конечно, лучше без этого всего. Так, в баре рядом с пляжем, в снэк-баре начинается такая музыка. Можно прийти прямо с музыкантами, угоститься фруктами. И вот здесь вот можно потропить под такую музыку приятную, с таким прекрасным видом. Сейчас наведу вам QR-код, покажу менюшку. Это все в больших выпусках будет. Кстати, смотрите, атмосфера очень классная, очень приятно. Здесь все готовят. Вот она, открытая кухня, по меню делать заказ. И при тебе тут можно посмотреть, как все готовят.
Эраба. Креветки есть, меню вообще обширное, просто шикарное, салаты, что там только нет. Есть даже блюдо с дополнительной платой. Так, вот на менюшка, наводите, если у вас получится отсканировать. Не всегда фокус срабатывает, но меню очень обширное. Закуски есть, смотри, сейчас покажу. Я себе нашел карпаччо, сыр халуми есть, салат цезарь взял. Потом, смотри, что еще есть. Бургеры и закуски, тоже много всего. Меню интерактивное, поэтому пока прогрузится, что-то Wi-Fi, видите, даже отвалился. Есть, смотрите, и бургер есть, и роллы, картошка фри, пивная тарелка есть, английский завтрак, кальмары есть. Кальмары, кстати, не углядел. А, еще, кстати, там креветки есть. Так, смотрите, еще попкорн из креветок есть, тоже заказал. Сейчас посмотрим, что такое. Бургер есть, паста и ризотто здесь есть. Вот немного видов. Так, вот смотрите, как быстро все приносит. Не успел вам показать меню, уже приносит. Вот попкорн из креветочек. То есть это креветки в кляре, как я и думал. 3 штучки, можно сразу пару порций драть, если любите креветки. Вот. Карпаччо мое с говядиной. Так, и что там еще? Основные блюда. Что там? Сибаса есть, говядина есть, фрикадельки, бедрышки. По линии уже спагетти принесли. Так, ну еще есть из печи. Там всякие пицца, шмица. Не успел нажать, мимо тыкнул. Ну и десерты всякие. Ну, конечно, прекрасный вид на море. А, еще за дополнительную плату есть блюда. Там икра всякая, там по 300 евро. Устрицы есть 15 евро. И цезарь еще принесли. Приносят все очень-очень быстро. Поэтому готовьтесь все быстро съедать. И здесь же есть Гиннес. Бокал бы еще соответствующий к нему был вообще шикарным. Так, иногда бывает полезно поизучать меню. Я вот нашел там сефуд с макаронами, смотрите, креветки, кальмары, картошка с пармезаном, уполи. Ну и еще порцию креветочек, конечно, заказал. Так, слушайте, ну все прям очень вкусно. Вот чего-чего, прям пипец как вкусно. Спагетти вот эти с морепродуктами, это просто божественно. Креветочки, все. Маленькие порции. Если вам мало, берите по 2 порции. То есть проблем нету, ну прям обалденно. Вкуснейшая вообще. А музычка вот всего лишь одна песня сыграла. И... Так, и что минус еще большой? Здесь нет туалета. Представляете, надо отсюда выходить и вон туда идти, туда к зеркалам, в туалет. Так, чтобы руки помыть там. Еще что-нибудь справить. Праздник какой. В общем, вот это чуть недочет, конечно. Нейк-бар должен быть с туалетом. Как ни крути. Еще в таком отеле. Здесь же сделаны переодевалки и душ. Я на пляже тоже не нашел переодевалку. Неужели так далеко? Здесь зеркала. Все стоят тут, фоткаются. В общем, туалет такой, видите. Стильно очень сделано все. Можно провести фотосессию. И вот там еще какая-то зона для фотосессии. А, там какой-то переход в какой-то бар. В общем, сейчас здесь пойдем. Уйдем, я чувствую. Все так, конечно, очень стильно сделано. Вроде, смотрите, простые деревяшки, блин. Корни деревьев обычные. Бери на даче, делай, не хочу. Вот такая красота получается. А, и здесь еще бар какой-то. Наверное, вечер какие-то мероприятия здесь проходят. Так, все стильненько. И там сцена. Слушай, ну территория просто гигантская вообще. Не знаю, как это все отснять. Здесь же, смотрите, раз идешь, чувствуешь, фруктами запахло. Они здесь. Арбузы, дыни, бананы, киви. Порезано. Ой, смотрите, клубничка есть. Мушмула есть. Это типа сливы. Огромное количество мороженого. Смотрите, здесь 6 и там 26 видов мороженого. Там же еще есть дондурма мороженое, в смысле, на палочке. Там не видно, правда. Арбузик набрали, клубнички. Тут намечается какое-то мероприятие. Так, атмосфера, конечно, очень приятная. Смотрите, под живую музыку. Еще и танцоры. И, в общем, тут прям днем целое шоу происходит. Танцуют, все так очень красиво. Красиво, конечно. Ничего необычного вроде бы, но атмосфера прям создается. Знаете, для чего? Тут все ставят такое количество зеркал, чтобы каждый раз вы могли оценить, можно вам еще есть все включено или пора уменьшать дозу, чтобы фигуру не потерять свою. Раз в зеркало посмотрел, еще мимо пошел, раз в зеркало посмотрел, так, ага, все, много не едим, пьем воду. Ходим на активити на всякие.
загораем, тихонечку отдаляемся от пляжа. Здесь у нас Хукан, то есть кальян, бутик, плавки, если забыли, купите, пожалуйста, очень дорого. Так, здесь, если, по-моему, за этот выйти, Мираба, здесь, по-моему, километра 2 надо пиликать туда и до Белека, до этой зоны шопинга дойдете. Слушайте, там бар. Я вообще не знаю, как все эти бары обойти, ну, чтобы поснимать, естественно. А то так, если начнешь обходить по-нормальному, до крайнего бара не дойдешь. Так, мы с Полючкой хотим басик залезть. Водичка покажет 23. Она не ныряет, я тут уже нырялся, закалился, гайморит мой обострился. Хотя в целом месте я плавал, вода начала, по-моему, 20-очку была. Нормально себя чувствую, видимо, какой-то вирусняк сел. Сразу гайморитно все превращает. А? 23. А в бассейнах сейчас 26-27. Ну так, свеженько, смотрите, бассейн налево, бассейн направо, бассейн прямо. Суть количества народу там подогреваемый, здесь не подогреваемый. Но очень красивый. Смотрите, кабаны, а если с номерами, значит платные. Когда без номеров, тогда бесплатные кабаны. Ой, Поль, здесь без подогрева. Градусов 26 сейчас. Естественно, нагрелось уже. Смотрите, как здесь шезлонги, тоже с навесами, там вот бар. Пойдем ту потрогаем, где подогреваемый. Ну, очень красивая зона. О, вот здесь уже потеплее, градусов 30, наверное, будет. Давай, ныряй. Ныряй. Давай. Раз, два, три. Единственное, возле этого бассейна ни одного свободного места нету. И поскольку полотенце без карточек бесплатно, хочешь в море, хочешь здесь, это тоже люди берут, заняли, пофиг, и все. До вечера будет целый день лежать, и никто не уберет. Я вообще полчаса бы сделал, во многих отелях так уже делают. Личных вещей нет, все, полотенца убираются, очищаются. Вот здесь есть места, да, здесь можно найти. Так, ну вот пару местечек мы заняли. Здесь, кстати, я видел, мне понравился не вот здесь заход, Поля, пойдем там зайдем. Я уже приметил зону, как с ощущением, где ты заходишь, как, Поль, как песок заходишь. Так, вот оно, видите, местечко. Хоть я люблю резко заходить. Вот такой, видите, песочек. Ой, песочек, плитка под цвет песка. И эти ощущения, как будто плавно на Мальдивах заходишь. Очутишься в голубой воде, в голубой лагуне. Это не подогреваемый бассейн. Там народ много, и подогреваемый бассейн всегда больше хлопка. Из двух сторон тепло, 26 есть, 27. Ой, ну очень красиво, вот эти островки такие. Очень классно. С зеленушечкой. Ой, Оль, как я так залезла-то, а? Ох, я вас здесь сейчас оставлю. Сам сейчас занырнул. Не люблю плавно заходить. Давайте вам заряд бассейновых эмоций. Посмотрим как раз на отель отсюда. С басика. Ой, классная зеленая территория. Померим воду заодно. Да. Здесь, кстати, смотрите, 26 градусов. Ну, когда вы смотрите, все 36, наверное, что будет. Ой, хорошо. Просторный бассейн, большой, плавай. Там бар. Сколько баров сейчас попробуем считать? Раз. А давайте в конце попробуем посчитать. Или кто не считает, че не видел бары. Разные только, одинаково, не повторятся. Лобби тоже считается. Напишите в комментариях. А вообще побольше комментариев пишите, прям вот смотрите, что-нибудь надумали, сразу пишите. Это очень активность поднимает, алгоритмы так устроены. Ну и вообще приятно, когда много комментариев, там почитать что-нибудь, посмотреть. Ваш отзыв напишите, если вы здесь были, что понравилось, что не понравилось. Полотенце, смотрите, в свободном доступе здесь, там, то есть повсюду, прям вот это очень удобно. Не надо ходить куда-то в спа и брать их. Слушайте, ну очень классно, здесь бассейны, ты плаваешь не как бассейн, здесь как лагуны, всякие закуточки, кружочки эти зеленые с пальмами. И я плыву, думаю, что-то не хватает, вот еще был бар в бассейне, и было вообще шикарно. И вот, заплываю за угол, а там бар, бассейн, смотрите, вот какие-то есть. Заплываешь, такой закуточек, там посидеть можно, что-то типа джакузи сделано, может даже и пузырьки есть. Вот смотрите, как раз, и отсюда выплывают люди, ну вообще обалденно. То есть как лагуны, как вот в Дубае сейчас, эта мода пошла на лагуны. Вот это очень круто, это же бассейн, тебе надоедает плавать туда-сюда, обратно. Вот, потом становится уже неприятно. А здесь прямо офигенно, заходы такие. Видите, маленькая зона такая, чтобы детишки могли поползать, полазить. Здесь бар. И спустился, на креслице сел. Вот, смотри, вот для тебя польза зона. Хотя ты уже хорошо плаваешь. Вот здесь на солнышко так лопанько.
И присел. Нет, это тот же, Поль, бассейн. 27 градусов здесь. Здесь подогрев. Муж, да? Да. Да? Ой, все так приятно. Я вот снимаю как раз. Вы, наверное, в эфире вы. Да? Да. Простите. Здесь тоже, смотрите, у вас и Паулайн, и Гиннес есть. В общем, все есть. Все как во всех барах. Ой. Простите, а можно спросить, Жан тоже с вами? Да, здесь вон он там, Да? в соседнем лежаке лежит, отдыхает. В общем, по напиткам все шикарно, Red Bull, все, что хочешь, есть. Мераба, Джек Дэниелс, виски, ром, все что угодно. Ну класс, смотрите, сел так под солнышком, под пальмочкой и заказываешь. Как-то апероль, шприц. Апероль ванны? Оригинал апероль? Да? Я аперольчик все заказал. Ну красота. Как вам отель? 6 дней уже люди отдыхают. Нам очень прям вот мы в восторге. Очень нравится? Очень нравится. Или не очень нравится. По Очень. еде как? Хорошо? Кормят? Очень все и быстро, и красиво, подача шикарная. И Стейки есть на ужин? стейки есть, все есть. Рыбка И рыбка. красная на завтрак. 7 видов. 7 видов рыбы видов. на завтрак. О, И ничего красная себе. икра, пожалуйста, вам намажу там куда хотите. А персонал как вот нормально все? Вообще прекрасно. У нас ассистенты шикарные. А, здесь так всегда ассистента дают личного, когда заселяете, я забыл Здесь сказать. вообще вот без проблем. Любой вот каприз. Вот любой каприз, они прям тут же все. За ваши деньги, как говорится. Сейчас, кстати, не очень большая цена на него, да? Так? Да. Еще более-менее пока Прекрасно. актуально. Сейчас май месяц, сейчас в июне-то уже ценник залезет. По напиткам я вам все показывал, все шикарно тоже. Ну, в общем, вам нравится все, да? Да, нам очень Ну, нравится. я думаю, нам тоже понравится. Вот первое впечатление тоже отличное. Мы прям сегодня плаваем, купаемся, заряжаемся. Вот еще бы этот солнышко побольше было, но днем получше было. А завтра, послезавтра, вообще говорят, 27 градусов. Можно будет это уже от жары прятаться. Да-да-да. Ну, классно. Хорошего отдыха. Спасибо большое вам тоже. И нам тоже спасибо. Так, ну давайте. Обзор номера 1571. 1571-2-1. Здесь реально в этом номере можно заблудиться. Давайте побыстрее постараемся, потому что у нас тут куча всего, что можно посмотреть. Это у нас первая комната, первый шкаф, сейф огромный. Это же ветерок, я свет включил. Есть мини-бар. В мини-баре у нас водичка, кола, фанта, всякое спрайт, молочко. Чайный набор есть. О, есть, смотрите, снэк, закусочки, орешки, чипсы. Хариба даже есть. Еще какие-то штучки. Поль, ты где-то шоколадку, да, еще видела, показывал мне? Так, там санузел, сейчас заглянем. Никита моется. Тублерон есть. Да, очень любил. Это у нас первая часть номера. 2 кровати. Здесь еще кого-то нам подселить решили. Не знаю, кого сюда решили подселить. Лёва. А, да, мы здесь с друзьями. Или кого-то к вам подселить, или кого-то отселили. Поля, а тут что такое, смотри? Леша? Что это? Это Леша? Я думаю, Паша. Пап, Леша? Он пахнет. А, меню подушки. Видите, можно менюшечку такую заказать себе подушку. Хочешь пух, перо, гречка, не знаю. Поль, почитай, какие подушки есть, расскажешь. Рисовые там. Первый выход на балкон. Гигантский. Это, правда, даже не балкон, это просто уходит в никуда лоджия с видом на море. Смотрите, какая красота. Завтра с утра вам сниму. Сейчас, видите, уже под вечер море сливается с небом. Вояж, Макс, Адам и Ева, Белек. Там у нас где-то парк легенд в ту сторону. Горы. Там еще плоховато. И вот, кстати, зоны, где у нас эти с лагунами своими идут. Как они там, вилла, не вилла называется. В общем, отдельные номера, не помню, как Жанна знает. Снизу у нас свимап номера. Лоджии просто гигантская. Выйти, посидеть. Слушай, ну офигенно вообще, да? Это к ним же в комнату входит. Это как номер, типа, не коннект даже, а как разные номера. Вон там наш номер, сейчас пойдем туда посмотрим. Номер реально просто огроменный. Классно, по все такое свеженькое, новое. Ой, вообще красота. Кто-то подумает, что ободрано. Скажет, обшарпано, да специально так сделано. Прям вообще обалденно. Вся мебель новая. Какие-то там закрыты еще. Пойдемте. Это корнер, или как он называется, номер, когда 2 номера у вас в одном. То есть, видите, 1 и 2 можно. Ну, то есть 1 снять, можно снять 2. Так, заходим. Тут, походу, тоже кто-то моется. Видимо, Жанна. Здесь у нас санузел. Здесь раковина стоит. Набор, все там, шапочки, шапки, зубная щетка. Там для бритья, я думаю, в этом отеле есть вообще все. Ничего нет. Тоже можно ассистенту написать. У вас появится подставка для деток. Там, наверное, то же самое было. Как-то быстро прошли. Не обратили внимания. Это у нас получается вход.
раковина, душ. То есть здесь как единое пространство, больше такой для взрослых номер. Здесь что только нету. Тапочки, смотрите, сумки какие-то. Содержание сумок. Кстати, 2 сумки должно быть, или 1 сумочка. Я видел, люди ходят с сумочкой с надписью «Этно». Посмотрим потом. Тут можно вещи свои разложить, сложить. В общем, шкаф. Что особенно там, скорее всего, может быть, тоже сейф. Здесь у нас макси-бар уже. Кофемашина, капсулы для кофемашинки. О, винишко. Далее печину. Так, и здесь мини-бар. Лабирандоса, сок. Напиточки, вот еще один, кстати, тублерон кладут здесь. Юсти. И тоже, наверное, этот набор. Да, закусочки всякие. Чипсики, шмепсики. Здесь, наверное, чайный набор. Да, вот пакетики с чаем. 4 штуки эти какие. Премиум класс. Это жайный, наверное, скорее всего. Вот он наш номер. Зарядки. Всем тоже подзарядиться. Проверить, да, это бывает сейчас. В некоторых отелях мы были, английские вилки, и не воткнешься вообще никак. И переходников на ресепшн нету, это просто был трэш. Я вообще такого в Турции давно не видел. Ну да, видите, тоже нормальная евророзетка. Type-C, USB. Наша вся зона, телевизор. Очень просторные номера. Вот эти вот прикольно совместно. Так, выходим, это уже наш балкон. И так вот сушилочка. А там у нас соединение было с тем номером. То есть, где детки наши обитают. Здесь у нас вот навъездная группа. Парковочка, наша машина тоже где-то здесь стоит. Припарковали, наверное. И с этой стороны тоже море, кстати, видно. Видите, как построен. Тут даже с задних номеров видно море. В 2 стороны. Как вам номер? Пишите. Конечно, обалденно. Еще ванну вам покажу. Закатец должен был быть, но сегодня эти тучи притянуло. Я думаю, мы поймаем с вами еще закат перед ужином. Туда, на Коне Алты. Закатывается солнышко здесь. У нас последний этаж, самый верхний, самый красивый. Здесь тут все время мишки, так же, чем выше этаж, тем дороже. Вот душевая освободилась. Первого, как стильно все сделано. Косметик тут Этро. Гель, душ. Халатики какие зеленые, мягкие, просто. Халаты даже не помню. Да. Кайфует от халатик. Очень. Полотенце, естественно, все есть. Фен тоже все есть. С собой можно не брать. Некоторые спрашивают, иногда вот, кстати, еще без света обнаружил. Так, ну давайте отправимся в The Kitchen Club. Это у нас главный ресторан на ужин. Я вам сейчас поснимаю, потом поснимаю и потом покажу объективно, что там за 2-3 ужина вкусного даю. Да? Давайте так. Так, ну ужин мега, просто мега вкусный. Вам обязательно надо посмотреть. Объединю все выпуски вот эти с ужином. И в одном вам покажу. Это нереально вкусно. Просто вот, не знаю, такого, кстати, ни в одном отеле я не видел, даже Макси такого не давали. Поэтому завтра зайдите, там следующий выпуск обязательно посмотрите. Так, отель у нас в вечернее время. Так выглядит. Там у нас какая-то музыка, причем это в этом отеле, мы сегодня днем с вами там не были. Какая-то зона еще отдельная. Завтра ходим, погуляем, посмотрим, все вам покажу. Смотрите, как вечером тут все стильно смотрится. Так, смотрите, здесь кабаре зона. И вот так здесь трапезничает, шоу выступает. Так вот, все интересно. Сколько стоит? $60, да? 70 $70 человека, да? Ага. Смотрите, как необычно. И там, в общем, шоу, да, проходит. Да, меню там что-то типа суш, да, у вас? Да. Я уже все разузнал. Тут отдыхающие ходят, все. Еще менюшечка. Классно. Каждый вечер разные шоу. Нет, одно и то же, просто мы работаем в понедельник, среду, в пятницу. А, понедельник, среда, пятница. Все, разочек надо сходить. Спасибо. Вот так вот необычно здесь. Вот оно здесь, кабаре, заведеница. И вот так вот приходите 3 раза в неделю, можно. Ну, одно и то шоу. Заходите и едите. И у вас там выступают, шоу показывают. Мы в Москве как ходили 1 разок на такое мероприятие. Так, смотрите, в основном здании есть гейм-центр. Все бесплатно, можно пойти поиграть. В машинках, баскетбол. Кидать можно, хоккей есть. Потом еще виртуальные машины такие. Классно, что все бесплатно, да? Хоккей, мини-футбол. Помните, раньше $1. Я все время говорил, это надо убрать, отменить. Люди едут, на все включено. И надо все включено, чтобы вот, слава богу, это все реализуется. Вот так вот. Кофеечек, чаечек после ужина. Можно потрапезничать. Вот, смотрите, есть сигарная комната. Пойдем зайдем. Я, правда,
Не курил 1000 лет, сигары. Интересно, платно, бесплатно здесь. Еще здесь можно сесть вот так вот. Вот и бар сигар. И вот так вот с чивосом 18-летним под каминчик посидеть, покурить сигарку. Давайте подход наведем, посмотрим. Да, сигары все платные. Там начиная от 10 евро, ну, это маленький каким сигарил, и там 90 евро, разные цены есть. Но что с собой берите, виски вам налили бесплатно. Еще какой-то коктейль-бар есть. Здесь закрыто, никого нет, может ночью откроется эта кофейня, где мы с вами были. Так, вечером в театре сегодня шоу проходит. Главное местечко найти. А, не, вон места много. Смотрите, есть как стулья, есть такие зоны отдельные. Так, но после шоу открываются врата куда-то. Добрый вечер. Пойдемте посмотрим, куда врата открываются. Все очень так необычно. Немного музыки не хватает. Это у нас музыка идет с амфитеатра. Так, и мы сегодня попадаем. Куда же мы попадаем? Это здесь вроде как диско-бар. Смотрите, как все сделано, все круто как. Мы самые первые пришли практически. Сейчас только все начинается будет. Вообще, о, это вечеринка фруктовая, я понял. Абрикос, смотрите. С вашими аплодисментами ведет Big Aplausos. Kocaman alkışlar. Здесь вот под такую музыку мы должны были сюда заходить. А я немножко рано начал снимать. В общем, это диско-клуб такой. 10:30 начинается. Доброй ночи, можно сказать. В баре тоже куча напитков. Это просто не куча, это тонна напитков вообще. Все есть, все как из других баров, сейчас меня, наверное, плохо слышно. Здесь даже есть мой любимый кубинский Гавана Клаб. Темный, черный, 7-летний. И по минералочке, здесь очень крутая минералочка, там Ферегрина. Пейте ее, потому что здесь очень-очень много минералов содержится. Опаньки, 2 секунды, смотрите, сколько народу. Сразу клуб полный. Меня собрали, понесли, да, скоро сказать сервис. Так вот, все приносят, относят. Причем он камеру не видел, просто взял сразу и понес. Слушай, ну очень классно сделано, 10:30, и народу просто полный зал, аншлаг. Сейчас еще выступления какие-то будут, здесь лазеры. Просто куча, но вообще классно сделано. Вот что значит, отель построен по современным технологиям. Все продумано и рассчитано. Вот и небо. Как сделано, стоит, как будто небо над тобой плывет. Живую это еще лучше смотрится. Вроде ничего обычного. Все просто, но на самом деле так круто все сделано. И атмосфера сама, и все. Вот так вот надо отдыхать. Оля за всех отдувает.